Всем привет! Давайте сразу перейдем к делу. Здесь у меня просеянная мука ровно 700 грамм и сливочное масло 400 грамм. Перед тем, как его натирать, лучше масло обвалять в муке. Так его проще будет удерживать в руках. И теперь вот на мелкой терке начинаем натирать сливочное масло. Немножко натерли, сразу перемешали с мукой. Так масло у вас не превратится в большой комок. Масло у меня ледяное, только что я достал его из морозильника. Масло я натер, перемешал хорошенько с мукой. Делаем все, стараемся очень быстро. Теперь я добавляю сюда 100 грамм сметаны. Кстати, все продукты, которые я сейчас добавлять буду, они все у меня из холодильника. Добавляю еще 180 грамм молока, 3,2%. Сметаны я использую 20% жирности. И добавляем 2 куриных яйца. И теперь начинаем замешивать тесто. При приготовлении такого теста нам необходимо все сделать очень быстро и чтобы продукты были охлажденные. И сразу же замешиваем тесто как можно быстрее. Припыляем мукой стол, выкладываем сюда тесто и уже на столе домешиваем тесто до необходимого состояния. Тесто у вас по этому рецепту должно получиться мягкое, нежное. Ни в коем случае не забейте это тесто мукой. Тесто у меня готово. Сделал я вот такую вот колбаску. И теперь примерно нарезаю на равные части. Но потом я каждый кусочек взвесил. Мне надо, чтобы тесто получилось каждый кусочек по 150 грамм. Вот такие вот кругляшки потом я сделал. И каждый кусочек у меня ровно 150 грамм весом. И теперь я убираю это тесто в пакет и убираю в холодильник. Надо дать, чтобы это тесто застыло и отдохнуло примерно хотя бы час. Ну а пока у нас тесто отдыхает в холодильнике, давайте приготовим для этого торта очень вкусный крем. Делать я буду заварной крем. Здесь у меня 250 грамм сахара. И добавил я сюда 4 куриных яйца. И теперь наша задача хорошенько это все перемешать. Все я перемешал, и теперь я сюда начинаю добавлять муку. Муку для крема я использую уже просеянную 100 грамм. Добавляю сначала 50 грамм. Опять хорошенько перемешиваем, чтобы не было у нас комочков. Теперь я сюда добавлю сразу же немножко молока комнатной температуры, буквально 100 грамм. Опять все хорошенько перемешаю. И теперь добавлю остатки муки. И опять все хорошенько нам осталось перемешать. Тут главное, чтобы у нас не было комочков. Поэтому перемешиваем очень тщательно. И после того, как я перемешаю, я сюда добавлю остатки молока. Вот я перемешал, и теперь добавляем оставшееся молоко. Молока я использую ровно 1 литр. Теперь отправляем наш будущий крем на газ-плиту и на сильном огне начинаем готовить заварной крем. Как только он начнет густеть, я тут же сделаю огонь минимальный и продолжим готовить наш заварной крем. Будем постоянно мешать. Вот как видите, я постоянно мешаю. Это делается для того, чтобы у нас он не пригорел. В итоге у меня получился вот такой заварной крем. Теперь с помощью пищевой пленки затягиваем наш крем в контакт. Это делается для того, чтобы сверху не образовалась корочка. И убираем в прохладное место до завтрашнего дня. Пока я не спеша готовил заварной крем, за это время у меня уже прошел час и тесто у меня готово. Отрезал я пергаментную бумагу по размеру своего противня. И теперь берем один кусочек теста и начинаем его раскатывать по размеру своего противня. Мне поэтому для своего противня хватает 150 грамм теста. И теперь делаем такой вот квадрат. Коржи раскатываем очень-очень тонко. И теперь с помощью вилки делаем небольшие дырочки. Это для того, чтобы у нас тесто сильно не вздувалось при готовке в духовке. И теперь у меня уже заранее разогретая духовка до 180 градусов. Отправляем этот лист на
противень и убираем в духовку на 10 минут готовиться. А пока он будет готовиться, я займусь следующим коржом. Все, прошло у меня 10 минут, при температуре 180 градусов я готовил, еще раз повторился. Один корж у меня готов, а за это время я уже приготовил следующий корж. И теперь отправляем его в духовку. И таким способом я приготовлю 9 коржей. Наступил у меня следующий день, и теперь нам надо доделать крем. Здесь у меня 300 грамм сливочного масла комнатной температуры. И теперь с помощью миксера я хорошенько его взбиваю. Сливочное масло я хорошенько взбил. И теперь начинаем понемножку добавлять сюда заварной крем. И взбивать вместе со сливочным маслом. Немножко взбили, опять добавили столовую ложку крема. И таким образом взбиваем этот крем. Все, крем у меня готов. Посмотрите, какой он получается воздушный. По такому способу, когда взбиваешь масло, а потом добавляешь заварной крем. Заварного крема у меня получилось 700 кг. Так как у меня 8 коржей, я буду использовать для этого торта, я разделяю этот крем на 200-210 грамм на один корж. И теперь его равномерно распределяем по коржу. Сначала накладываем вот так вот по разным точкам, а потом уже с помощью силиконовой лопатки распределяем его по всему коржу. И все, в принципе, вот таким вот способом собирается весь этот торт. По моему мнению, этот торт, мне кажется, самый вкусный, который есть на всем белом свете. Делаю его, конечно, не так часто, но когда делаю, получается всегда вкусно. Теперь берем следующий корж, накрываем. И не смотрите то, что коржи у нас, конечно же, неровные, поэтому так смело руками прижимаем прям к крему. Он прям прилипает. Не бойтесь, что он ломается, так должно быть. И теперь опять наносим крем и следующий корж. Вот я уже сверху выкладываю последний 8-й корж. И теперь нам надо, главное, его правильно разместить. И как видите, я прижимаю, он ломается, ничего страшного нету. Теперь, в принципе, у меня торт уже собран, но, конечно же, его подавать в таком виде нельзя. Поэтому нам надо, чтобы коржи хорошенько пропитались кремом, поэтому сверху я сейчас положу груз. Буду использовать литровую банку с водой. Коржи пропитываться у меня будут 8 часов. А оставшийся крем я затянул пищевой пленкой в контакт и убираю пока в холодильник. Прошло у меня 8 часов, и теперь наша задача обрезать по краям этот торт, чтобы потом на праздничный стол подать его уже в красивом виде. И вот так вот берем острый нож и начинаем обрезать края у этого торта. Вот такой вот в итоге торт у нас получился. Просто-напросто красавец. Теперь самый главный вопрос. Что делать с остатками коржей, которые мы обрезали по бокам? Конечно же, можно что-то из них сделать, типа пирожного какого-нибудь. Но, как вы все понимаете, не останется и кусочка. У нас остался еще 9-й корж. И я буду его измельчать с помощью блендера. Но стараемся сильно его не дробить, чтобы у нас были более такие крупнее кусочки. Торт я перенес вот на такой поднос красивый. И теперь сверху выкладываем остатки нашего заварного крема. И теперь нам надо равномерно этот крем распределить по всему торту. Крем мы распределили, и теперь сверху присыпаем этот торт крошкой из коржей, который у нас 9-й был. Ну и в принципе наш торт готов. Можно звать гостей и подавать к столу, к чаю. Торт по этому рецепту получается очень вкусный. Готовьте на здоровье, приятного всем аппетита. Всем пока-пока.